Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры, долгие стримы и самые интересные топы на YouTube. Почему самые интересные? Потому что в течение года я покупаю просто море товаров, иногда ежедневно, иногда 2 раза в неделю. Вы видите обзор на этом канале, который вы сейчас смотрите, Польза.нет, и из него раз в полгода я компоную топы. Примерно в марте и вот в конце ноября. Уже было много топов по телефонам, по градации до 20, 30, 40, 50 тысяч рублей, топ флагманов, может быть еще будет топ игровых смартфонов, но вряд ли. Были уже топы наушников до 10 тысяч рублей с поддержкой кода CALDAQ, топы наушников не для всех, ну а этот топ наушников до 5000 рублей, притом некоторые из них реально приобрести за 1000. Насколько они хороши, повторяюсь, решать всегда конечному пользователю. Чем полезен, может быть, вам будет этот топ? Тем, что в описании есть ссылки на все эти обзоры, там будут примеры задержки микрофонов, а самое главное для вас – это комментарии, притом часто очень пользователей. Логично, что люди либо пишут, когда у них какой-то брак или негатив, либо второй вариант, когда они прям увлечены девайсами, они покупают их много, и они расписывают их плюсы и минусы. Поэтому обязательно переходим, если вам что-то понравилось, по ссылкам в описании к роликам и читаем комментарии там. Следующий момент. Все прекрасно помнят, что нужно примерять наушники, слушать их со своим источником, и это сделать в современных реалиях довольно легко. Почему? Потому что друзей вокруг у всех много, у всех есть какие-то ТВСки, подобные из разряда синхов по 30 тысяч или AirPods вообще везде можно найти, плюс еще и в магазинах дадут послушать, если вы в больших городах. Самое главное, что вы должны перед топом запомнить, все представленные в топе наушники играют более чем сносно, хорошо. Я говорю исключительно в топах о брендах А-эшелона, включая топы телефонов, потому что когда ты думаешь, что ты сэкономил и ты всех обманул, очень часто получается совсем наоборот. То есть это Realme, Oppo, Xiaomi и подобные. Они крупнейшие, у них есть какой-то контроль качества, у вас наушники в ушах не взорвутся. Опять же, это ваш выбор, вы можете считать как-то по-другому. Я отвечаю за свои топы, правильно? И повторяюсь, что по задержке лучшего, чем проводные наушники, вы не найдете ничего. Беспровод при любом раскладе будет так же, как за 30 тысяч и за 5 тысяч иметь задержку, притом иногда ощутимую в чем-то. Второй вопрос. По микрофонам. Микрофоны всегда будут у телефона лучше, даже если это наушники за 50-100 тысяч. И я каждый раз повторяю, потому что не все смотрят мой канал. А еще сегодня будет стрим у нас, посвященный Черной пятнице. Я буду советовать, чтобы я приобрел соотношение цена-качество. И еще самый важный момент. Если вы приобретали когда-нибудь наушники, и вам кажется, что они играют тихо, особенно если они новые, обязательно обратитесь к лору, потому что не существует ТВС, которые бы я слушал, и у них не было запаса в 70% для того, чтобы уже уши болели. Если вы хорошо слышите, мало громкости вам точно не будет. Ничему из представленного в топе, да и вообще, по-моему, только одна пара Oppo NKR2, по-моему, была тихая за все время моего использования. И то на 100% ее слушать было невозможно, на 95%. Не старайтесь выкручивать громкость выше необходимого, проверяйте слух, подписывайтесь на канал с колоколом, смотрим. Всем привет, с вами Саня, вы на канале Польза.нет, и сегодня вы увидите мой гибридный топ 10 наушников не дороже 5000 рублей. А почему он гибридный, спросите вы? А потому что в нем присутствуют как наушники форм-фактора затычки, так и форм-фактора вкладыша. Обусловлено это, во-первых, бюджетом, а во-вторых, отличным качеством предоставленных в категории затычек этого бюджета. И легкой возможностью трансформации вкладышей в затычки с помощью покупки силиконовых накладок на Али за плюс-минус 50 рублей. В бюджетном, если это можно назвать так, сегменте всегда царит полный бардак и хаос. Туда лезут разные сомнительного происхождения компании, не имеющие ни собственного производства, ни отделов разработки, которые просто берут OEM-производителей, это то, что делает завод, потом клеят на них поделки, свой шильдик и продают доверчивым покупателям по завышенным ценам. Это Lenovo и всякие наши самородки а-ля. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Кроме того, очень много подделок различного качества продаются на Али и на наших интернет-агрегаторах. Я думаю, вы сами знаете, каких самых популярных, с постоянно изменяющимися отзывами. Поэтому сегодня я решил предоставить вам свой собственный персональный топ-10 наушников бюджетного ценового диапазона, которые понравились мне как по качеству изготовления, так и по характеристикам. И самое главное, по качеству звучания. Дабы избавить вас, мои дорогие зрители, от мук выбора и многочисленных ошибок при покупке хоть и не самых дорогих покупок, хотя у каждого свое понятие дорого, но все же тратить
тратить часть бюджета на то, что потом будет пылиться на полке, как минимум, а в худшем сценарии может быть просто небезопасным в использовании. А здоровье у каждого человека одно. И новое здоровье на маркетплейсе не купишь. Традиционно на каждую из предоставленных моделей есть отдельный обзор по ссылке в описании к этому видео с распаковкой, комплектом поставки, примером задержки на YouTube и в играх, примерами работы микрофонов, как в помещении, так и на улице. И вы спокойно можете понравившуюся вам модель изучить более подробно и по желанию приобрести по ссылкам в описании. Напоминаю также, что физиологические особенности организма у каждого человека отличаются, и я настоятельно рекомендую перед покупкой наушников либо найти их в магазине поблизости, либо у друзей и чуть-чуть послушать со своим источником звука те мелодии, которые вам нужны, дабы понять, подходят они по качеству, комфорту ношения и качеству воспроизводимого звука, или стоит обратить внимание на другую модель. В конце концов, даже в играх наушники по-разному работают. Естественно, я расскажу вам обо всех выявленных мной недостатках моделей, дабы у вас сложилось максимально адекватное мнение и ваш выбор был осознанным. Но хватит отступлений, полетели. Начинается мой топ с Oppo Enco Free 3. Сейчас они, возможно, слегка выбиваются из ценового диапазона в 5000, но на распродажах их можно найти значительно дешевле. Проверяйте мой телеграм-канал со скидками по ссылке в описании, и все у вас будет хорошо. Но наушники максимально достойные, и я вам про них сейчас расскажу. К плюсам данной модели я отнесу обновленный стильный дизайн, качественные материалы, динамические драйвера с диафрагмой из бамбукового волокна на 12,4 мм, активное шумоподавление до 49 дБ с умным режимом, поддержкой фирменного приложения, технологии Oppo Alive Audio, удобные функции золотой профиль звука, кодеком LDAC, Bluetooth с чипом версии 5.3 и временем автономной работы до 30 часов вместе с боксом и 7 часов на одном заряде наушников. В комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство на китайском языке, амбушюра и короткий кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Один наушник весит 4,3 грамма, а бокс 38,9 грамма. Габариты бокса и наушников стандартные. Звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой и выступом для удержания амбушюр. Oppo Enco Free 3 можно приобрести в двух расцветках. Это белая и светло-зеленая. Дизайн бокса интересный, внутренняя поверхность виднеется через прозрачную часть. Выполнен бокс из глянцевого пластика, материалы качественные. Бокс не марки, но скользкий. Сборка, повторяюсь, качественная. На корпусе расположили золотистую надпись Oppo с тиснением, LED-индикатора, разъем Type-C. Кнопки для сопряжения, к удивлению, нет. Открыть одной рукой бокс можно без проблем. Крышка имеет фиксацию в открытом состоянии. Шарнир пластиковый и люфт у крышки есть, но только в закрытом положении. Внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют, магниты, удерживающие наушники, хорошие. Выполнены наушники из глянцевого пластика, сборка отличная, посадка плотная, из ушей сильно не выпирают, при длительной носке уши не устают, во время пробежки из ушей не выпадают, пассивная шумоизоляция также неплохая. На корпусе расположили по два контакта для зарядки, микрофоны и сенсорную область для управления. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, ответ сброс вызова, вызов голосового ассистента, включение режима низкой задержки, переключение между режимами и регулировка громкости. Одиночный этап на борту, его можно отключить по необходимости в программе. Настроить команды можно, команды сопровождаются системными звуками и озвучкой женским голосом на китайском языке, хотя, возможно, вы нашли и Global. Есть управление камерой, оно только в паре с OnePlus или смартфоном Oppo, но мы и так знаем, как сторонними программами сделать так, чтобы с наушников можно было фоткать, правда? Свайпов для управления нет, и регулировка громкости происходит сжатием сенсорной области. Наушники оснащены динамическими драйверами на 12,4 мм с катушкой из диафрагмы из TPE, термопластических эластомеров, EPU, полиуретана, плюс бамбуковое волокно. Чувствительность 107 дБ при 1 кГц, диапазон от 20 Гц до 40 кГц, сопротивление 32 Ома, есть сертификация Hi-Res Audio Wireless, активное шумоподавление до 40 дБ с 4 режимами работы на борту. Умный режим работает не совсем корректно, также отмечу, что конструкция не защищает от ветра, и с включенным ANC шум ветра слегка режет слух. В целом ANC неплохой, режим прозрачности также на борту, отрабатывает он хорошо. Что ANC, что режим прозрачности могут работать с одним наушником. Полноценный мультипоинт до двух устройств также на борту, ко всему данная пара поддерживает сопряжение и синхронизацию настроек через учетную запись Huantai между смартфонами, к примеру, между планшетом и смартфоном. Датчики приближения отрабатывают шустро и корректно, но только у левого наушника. В настройках можно включить или выключить эту функцию. Из интересного есть технология Oppo Alive Audio, а точнее пространственный звук, но без отслеживания движений головы. В принципе, я редко ей пользуюсь вообще где-то. Данная функция работает только в некоторых приложениях и играх. Звук с этой функцией становится громче, но мне его качество не нравится. Стоковое звучание куда приятнее. Далее золотой профиль звука для персонализации звука. Данная технология очень удобная, так как с первой настройки я получил более яркое звучание, за что отдельный плюс. Также на борту имеется 3 неплохо настроенные предустановки звучания, такие как обыкновенные, усиление басов и естественное вдохновение
обновления. Заряд наушников в шторке отображается, по одному работают, но переподключение не бесшовное, а с небольшой задержкой. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Емкость аккумулятора бокса 440 мАч, емкость аккумулятора одного наушника 43 мАч. Полный цикл зарядки наушников и бокса в среднем 1 час 40 минут. Чтобы зарядить наушники, потребуется 1 час 20 минут. Наушники можно перезарядить от бокса полных 4 раза, саморазряд у бокса я не наблюдал. Что касается времени автономной работы, наушники отыграли у меня на 70% громкости по коду CoolDAQ без включенной функции ANC активного шумодава. Со стоковым звучанием довольно мало, 3 часа 37 минут. 10 минут подзарядки наушников от бокса дают не больше 1,5 часов прослушивания музыки. Водонепроницаемость класса IP55 только у наушниках. На смартфонах OnePlus и Oppo все настройки доступны в вкладке Bluetooth. Если же использовать смартфон другого бренда, то нужно скачать приложение Hey Melody. В настройках наушников мы имеем заряд наушников бокса по отдельности, ко всему в процентах, настройку режимов, эквалайзер, включение кода CoolDAQ режима высокого разрешения, настройка золотого профиля звука, включение пространственного звука и режима низкой задержки, настройка тапов, включение функции для управления камерой, вкладка Multipoint, проверка прилегания наушников и обновление прошивки. Bluetooth версии 5.3 с кодеком LC3. Из кодеков на борту AAC, SBC и LDAC с передачей 990 кбит в секунду при 96 кГц 24 бита. Наушники связь держат стабильно, без обрывов и фризов, даже через две стены. По заявлению производителя, задержка с включенным режимом низкой задержки составляет всего 47 миллисекунд. Конечно же, она такой не является, только в лабораторных условиях, но на YouTube задержка минимальна, хотя он и сам подстраивает как в целом и в играх. Всенаправленные MS микрофоны с чувствительностью 38 дБ и шумоподавлением DNN отрабатывают неплохо. Звучание у наушников качественное, громкости достаточно. Лично я прослушивал музыку не больше, чем на 70% от максимальной громкости, каша в наушниках появляется только на 95%. Средние частоты хорошо проработаны, высокие звучат четко и без лишнего акцента, бас плотный, средний бас в наличии, звучание с уклоном в низкие частоты неплохо сбалансированы. Инструментал различим, вокал звучит приятно. Я бы советовал наушники для прослушивания современной музыки. Минусы: нет беспроводной зарядки бокса, нет поиска наушников, датчик обнаружения наушников работает только у левого наушника, малое время автономной работы с кодеком LDAC, умный режим ANC работает не совсем корректно, мало расцветок моделей для покупки. Резюмирую, эти наушники имеют отличный дизайн, качественные материалы, хороший функционал и неплохие характеристики за эту цену. На 9-м месте моего топа находятся беспроводные наушники Realme Buds T100. Плюсом данной модели я отнесу стильный дизайн, качественную сборку, микрофоны с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта, защиту от влаги стандарта IPX5, поддержку фирменного приложения, отличное время автономной работы, полноценное сенсорное управление и режим низкой задержки. В комплекте же есть сам бокс, наушники, сменные абушюры, краткое руководство и короткий кабель для зарядки USB Type-C. Наушники весят 4,1 грамма каждый, а бокс 34 грамма. Габариты бокса довольно компактные, звуковод у наушников овальной формы с обыкновенной, но хорошо наклеенной сеточкой и выступом для удержания амбушюр. Наушники в продаже есть в белой, синей и черной расцветке. Бокс выполнен из глянцевого пластика, он скользкий, бокс быстро собирает потертости, на корпусе расположили разъем питания USB Type-C, надпись Realme, выступ для удобного открытия крышки и LED-индикатор. Фиксация в открытом состоянии у крышки есть. Люфт у крышки отсутствует, внутри бокса есть два места под наушники и маркировка Left и Right. Сами наушники сделаны из глянцевого материала, сборка хорошая, посадка плотная. Из ушей они выпирают минимально. Пассивная шумоизоляция средняя, во время занятий спортом из ушей они не выпадают. Легкий дискомфорт я ощутил только после 2,5 часов прослушивания музыки. На каждом наушнике есть по два контакта для зарядки, маркировка Left-Right, микрофоны и сенсорная область для управления. Подсветка на наушниках отсутствует. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, регулировка громкости и включение-выключение игрового режима. Одиночного тапа нет. Управление полноценное, в приложении его можно настроить, команды сопровождаются системными звуками, наушники оснащены 10-мм динамическими драйверами с композитными мембранами, которые имеют титановое напыление. Есть поддержка Google Fast Pair, заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают, переподключаются бесшовно, автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Емкость аккумулятора бокса 400 мАч, а наушника 40 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 25 минут, а наушники полностью заряжаются за 50 минут. Наушники имеют функцию быстрой зарядки, и 10 минут в боксе дают им 1 час 15 минут работы. От бокса наушники можно перезарядить 3,5 раза. Саморазряда бокса я не наблюдал, по кодеку AAC на 75% громкости наушники отыграли у меня 5 часов 17 минут. Данного времени хватит большинству пользователей. Водонепроницаемость класса IPX5 есть только у наушников. Приложение для настройки наушников называется Realme Link. На стартовой странице виден заряд наушников и бокса по отдельности в процентах, что хорошо. Также есть вкладка со звуковыми
звуковыми эффектами Bass Boost Plus, баланс и четкий. Также можно воспользоваться функциями увеличения громкости, активировать игровой режим и обновить прошивку. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту стандартной AAC и SBC. Связь со смартфоном наушники держат отлично, обрывов или фризов не было. Задержка при просмотре роликов на YouTube или в играх с активированным игровым режимом незаметна. Микрофоны с шумоподавлением на базе И справляются со своей задачей достойно. Есть перегруз, есть посторонние шумы, но для коротких разговоров их вполне хватит. Звучание у наушников с уклоном на низкие частоты. В стоковом звучании слишком много басов, как по мне. Избыток басов можно чуть уменьшить звуковым эффектом четкий. Верхам слегка не хватает акцента, середина имеет среднюю проработку. Для прослушивания современной музыки они подойдут. Минусы: нет мультипоинта, нет датчиков автопаузы, нет режима прозрачности, нет беспроводной зарядки бокса. Бокс скользкий, быстро царапается, но за их стоимость они просто отличный выбор. Ко всему, они постоянно находятся в различных распродажах, таких как Али или отечественных магазинах. Резюмирую, это отличные дешевые наушники. И не дешевые в плане звука, они с хорошим звучанием, приятным дизайном и качественными материалами. И поддержка фирменного приложения и удобное управление делают их почти бестселлером в этом сегменте. На 8-м месте моего топа находится Nothing CMF Buds Pro. Их очень часто раскупают, как и часы, их очень сложно купить, потому что их раскупают, хотя все их ругают, но наушники отличные, и до 5000 их купить реально. К плюсам данных наушников я отнесу активное гибридное шумоподавление до 45 дБ с частотой 5 кГц, 6 микрофонов с технологией Clear Voice 3, защиту от воды и пыли стандарт IP54, время автономной работы до 39 часов вместе с боксом и 11 часов на одном заряде наушников и поддержку фирменного приложения. В комплекте мы имеем бокс, наушники, амбушюры, краткое руководство и кабель USB Type-C для зарядки. Вес бокса 45 граммов, наушники весят 4,8 грамма каждый. Звуковод не длинный, он имеет выступ для удержания амбушюр и обыкновенную сеточку. В продаже имеется темно-серая, светло-серая и оранжевая расцветки данной модели. Оранжевая прям вау. Дизайн бокса стильный, бокс выполнен из матового пластика, тактильные материалы приятные, сборка качественная, на корпусе расположили разъем Type-C, LED-индикатор и логотип с тиснением на крышке. Открыть одной рукой бокс можно, но не сказал бы, что это сделать легко. Крышка в открытом состоянии фиксируется, за что плюс, шарнир металлический. Внутри бокса есть два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе гуляют. Вытряхнуть наушники с закрытой крышкой бокса довольно сложно, а с открытой крышкой бокса вытряхнуть их не составит труда. Наушники выполнены наполовину из глянцевого пластика и наполовину из матового. Качество сборки хорошее. Посадка плотная, в ушах наушники сидят комфортно. При длительном использовании уши не устают, во время пробежки не вылетают. На корпусе наушников расположили по два контакта для зарядки, логотип, 6 микрофонов в общей сумме с технологией Clear Voice и сенсорную область для управления. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, вызов голосового ассистента, ответ, сброс вызова, регулировка громкости и переключение между режимами. Одиночного тапа нет, настроить тапы возможность есть. На команды наушники откликаются хорошо и быстро, управление удобное. Команды сопровождаются приятными системными звуками. Наушники оснащены динамическими драйверами с мембраной из жидкокристаллического полимера и полиуретана, магнитами N52 и катушками с алюминиевым проводом и медным покрытием. Активное шумоподавление на борту до 45 дБ с частотным диапазоном 5000 Гц. Шумоподавление честное, справляется со своей задачей оно хорошо. Отрегулировать силу шумоподавления возможность есть, режим прозрачности в действительности показал себя достойно. Звук передается довольно четко, снимать наушники во время разговора с собеседником лично мне не приходилось. С одним наушником, что ANC, активный шумодав, что режим прозрачности, работают, и это очень удобно. По одному наушники также отрабатывают, как и везде, и переподключение здесь бесшовное, а так не везде. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством, тоже как и все, и CMF Buds Pro поддерживают функцию Google Fast Pair, Microsoft Swift, оснащены они датчиками обнаружения, которые срабатывают быстро и без проблем. Емкость аккумулятора бокса 460 мАч, одного наушника 55 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 20 минут, а наушников от бокса не больше 1 часа. Саморазряд у бокса я не наблюдал, отыграли наушники на 75% громкости, по кодеку AAC без включенного активного шумодава ANC, достойные 7 часов 56 минут. С боксом данная пара может прослужить до 35 часов. Все зависит от сценария использования. Что бокс, что наушники имеют функцию быстрой зарядки. Например, 10 минут подзарядки в боксе дают наушникам 2 часа 26 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость есть только у наушников стандарта IP54. Наушники подключаются к приложению Nothing. Приложение доступно на русском языке. Интерфейс удобный и простой. В нем можно воспользоваться эквалайзером с 4 предустановками, а также создать свой кастомный эквалайзер. Но, как и в прошлых моделях от Nothing, эквалайзер очень простой, хоть и на него наушники откликаются и хорошо. Можно настроить тапы и режимы работы, а во вкладке настройки есть включение-выключение датчиков обнаружения наушников.
наушников, режим низкой задержки, поиск наушников и обновление прошивки. Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту только AAC и SBC, к яблочным устройствам они подключаются без каких-то проблем, связь со смартфоном они держат стабильно и без фризов. Через две стены не отваливаются. С включенным игровым режимом задержка на YouTube незаметна, как и в целом в играх. Микрофоны отрабатывают хорошо, посторонние шумы глушатся, голос акцентирован, сильного шума ветра нет. Звучание, громкости достаточно, я прослушивал музыку на громкости около 70%, звучание хорошо сбалансировано, так как бас плотный и глубокий, высокие звучат выразительно и приятно, середина неплохо проработана, заметной каши на громкости 90% нет. Инструментал наушники отыгрывают хорошо. Струнные, духовые, ударные инструменты различимы, но не во всех композициях. Мне звучание данной модели понравилось для повседневного использования. CMF Buds Pro хороший выбор. Минусы: нет мультипоинта, нет поддержки кодеков высокой четкости, хотелось бы полноценный кастомный эквалайзер в приложении, нет беспроводной зарядки, что удивительно за эту цену. Резюмирую, Nothing CMF Buds Pro очень достойные наушники с хорошим качеством звучания и функционалом за их стоимость. И расцветки необычные, кому-то однозначно понравится оранжевая. Резюмирую, рекомендую однозначно к покупке. На седьмом месте моего топа находится Realme T300. Плюсы данной модели: отличное время автономной работы, быстрая зарядка наушников, ANC до целых 30 дБ, режим прозрачности, функция пространственного звука на 360 градусов, режим низкой задержки до 50 миллисекунд, сенсорное управление, стильный дизайн, поддержка фирменного приложения и водонепроницаемость наушников класса IP55. В комплекте вы получите зарядный бокс, наушники, краткое руководство, сменные амбушюры. Наушник весит 4,1 грамма, а бокс 32 грамма. Габариты бокса стандартные, в принципе. Звуковод у наушников овальной формы с обыкновенной сеточкой и выступом для удержания амбушюр. В продаже есть белая и черная расцветка наушников. Дизайн бокса интересный. Выполнен бокс в моей черной расцветке из матового пластика. Материалы приятные, сборка неплохая. На корпусе расположена надпись Realme, разъем для зарядки USB Type-C и LED-индикатор. Крышка бокса в открытом состоянии имеет фиксацию. Внутри бокса расположено два места под наушники. Магниты, удерживающие наушники в боксе, хорошие. Наушники выполнены наполовину из глянцевого и наполовину из матового пластика. Сборка отличная. Из ушей наушники выпирают минимально. Во время пробежек из ушей не выпадают. Легкий дискомфорт начинается у меня только после 3 часов прослушивания. Пассивная шумоизоляция средняя. На корпусе наушников расположили по 2 контакта для зарядки, по 2 микрофона на каждом, маркировку и сенсорную область для управления, которая обозначена небольшим углублением на ножках. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, регулировка громкости, переключение между режимами шумоподавления и выключение игрового режима. Одиночного тапа нет. Команды сопровождаются системными звуками, управление удобно, его можно настроить через приложение. Наушники оснащены динамическими драйверами на 12,4 мм с титановой диафрагмой, катушкой HTW и магнитами N52. Активное шумоподавление ANC до 30 дБ на борту. Режим прозрачности также присутствует. ANC отрабатывает корректно, как и режим прозрачности. В очень шумных местах, понятное дело, придется выкручивать громкость чуть ли не до максимума, но до 80%, наверное, иначе со слухом будет потом проблема. Напоминаю, что наушники на 100%, если вы слушаете, бегите к лору со всех ног, даже, по вашему мнению, тихие наушники. Режим прозрачности удобный. При разговоре с собеседником мне снимать наушники не приходилось. Заряд наушников в шторке отображается, по одному работают и подключение бесшовное. Напоминаю, что все примеры микрофонов и задержки, разумеется, в обычных обзорах, полноценных по ссылкам в описании. Автоматически они подключаются к ранее сопряженному устройству после открытия крышки бокса. Технология звука и здесь 360 градусов отрабатывает по мне хорошо. Звучание с ней становится интереснее. Емкость аккумулятора бокса 460 мАч, а наушника 43 мАч. Полностью бокс заряжается не больше, чем за 1,5 часа. Наушники в боксе заряжаются порядка 1 часа. По кодеку AAC без активированного ANC отработали наушники на 75% громкости 5 часов 45 минут, что неплохо. С включенным ANC в тех же условиях уши проработали не более 4 часов. Бокс увеличивает время работы наушников до 35 часов, 10 минут в боксе дают наушникам 3,5 часа работы в тех же условиях. Водонепроницаемость наушников позволяет вам заниматься спортом в них даже в легкий дождь. Купать в воде наушники, как я сейчас делаю это в роликах, нельзя ни в коем случае. Приложение для полноценной настройки наушников называется Realme Link. На стартовой странице вы увидите заряд наушников и бокса по отдельности в процентах, окошко с возможностью включения ANC и режима прозрачности, окошко со звуковыми эффектами, а также есть кастомный эквалайзер в количестве до 3 штук, за что плюс. Предустановки неплохие. На кастомный эквалайзер наушники откликаются не совсем корректно. Можно также обновить прошивку наушников. Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту только AAC и SBC. Связь наушники держат хорошо, обрывов или фризов я не наблюдал, задержка ни в YouTube, ни в играх незаметна. Микрофоны отрабатывают неплохо, но голос стандартно роботизированный по звуку. Есть заметный перегруз, но собеседники не жаловались на
на качество. По звучанию все неплохо, запаса громкости достаточно. Лично я использовал не больше 70% от максимальной громкости. Звучание басхэдное, бас плотный, но ему не хватает глубины. Середина имеет неплохую проработку, высокие звучат отчетливо, но им не хватает естественности. Для современной музыки данное звучание подойдет. Оно неплохо сбалансировано, каши практически нет. Низкие частоты не мешают остальным, инструментал различим. Минусы: нельзя использовать все команды для управления одновременно, нет мультипоинта, нет датчиков автопаузы, нет беспроводной зарядки бокса, нет поддержки кодеков высокой четкости. Резюмирую, наушники являются довольно удачной моделью, они недорогие, имеют ряд полезных функций. Ко всему они неплохо звучат, хорошо выглядят и довольно долго работают от аккумулятора. Смело можно брать, если вам понравились они. На шестом месте моего топа находится вкладыши Vivo iQOO TVS Air Pro. И только потому, что там дропнулась цена, притом эгегей как. К плюсам данной модели я отнесу отличное звучание, поддержку фирменного приложения, качественные предустановки звучания, низкую задержку до 88 миллисекунд, хорошие микрофоны, отличный дизайн, водонепроницаемость IP54 и отличное время автономной работы до 30 часов вместе с боксом. В комплекте мы имеем сам бокс, наушники-вкладыши, краткое руководство и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Весит бокс 30 граммов, а наушники 4,1 грамма. Габариты бокса небольшие, звуковод имеет обычную сеточку, это слегка разочаровывает. В продаже имеется только две расцветки, белая и темно-серая. Зарядный бокс изготовлен из матового пластика, тактильные материалы приятные. В кармане бокс не мешается, на корпусе расположили название производителя, кнопку для сопряжения, разъем Type-C и LED-индикатор. Открыть одной рукой крышку бокса можно без проблем, крышка в открытом состоянии фиксируется. Внутри находится краткая информация мелким шрифтом и два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют, магнитоудерживающие наушники хорошие, изготовлена данная пара из глянцевого пластика. Сборка отличная, как и материалы, посадка комфортная, сидят наушники плотно и дискомфорта не доставляют даже при длительном использовании. Из ушей выпирают они не сильно, во время пробежки приходится их поправлять, но это не удивительно. На корпусе расположили два контакта для зарядки, 4 микрофона в общей сумме, маркировку left и right и сенсорную область. Из тапов на борту плей-паузы, переключение треков, вызов голосового ассистента, ответ-сброс вызова, включение-выключение режима шумоподавления, одиночного тапа нет. И ложных срабатываний, соответственно, у меня не было и вряд ли у кого-то будут. На тапы наушники откликаются хорошо. Некоторые команды сопровождаются озвучкой женским голосом на китайском языке, а также системными звуками. Оснащены наушники динамическими драйверами на 14,2 мм с мембранами из биоволокна. Активное шумоподавление имеет два режима работы: сбалансированное шумоподавление и слабое. Да, легкий фоновый шум данная технология глушит, но громкие звуки слышно, так как это вкладыши. Заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают и при подключении бесшовно. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, но фирменной анимации нет. Датчики автопаузы отрабатывают быстро и корректно. Полный цикл зарядки бокса занимает 2 часа, наушников около часа. Наушники можно перезарядить от бокса 4 раза. Время автономной работы без активного шумодава ANC по кодеку AAC на 80% громкости составляет 4 часа 25 минут, что является не лучшим результатом. Наушники подключаются к приложению под названием Vivo TVS. Приложение на русском языке, но перевод неполноценный. Работает оно неплохо, но изредка бывают подлагивания. На стартовой странице с наушниками мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности, что удобно, ко всему в процентах. Настройка общей конфигурации, настройка тапов, настройка шумоподавления, включение-выключение датчиков автоматической паузы, звуковые эффекты Deep X, которых 4 вида, а также есть интересная настройка звука под названием киберспортивные звуковые эффекты. Я использовал данную предустановку в играх, и звук в играх стал более качественным, чем со стандартной предустановкой. Обновить прошивку возможность есть. Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту только SBC и AC, связь со смартфоном держат они хорошо, через две стены не отваливались и фризов я не видел. Производитель заявляет о задержке 88 миллисекунд, задержка на YouTube приемлемая. В играх задержка слегка заметная, но при этом играть можно без проблем. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума на базе АИ отрабатывают довольно хорошо. Перегруз есть, но не сильный, как и искажение голоса. Запаса громкости достаточно. Я прослушивал музыку не выше, чем на 80% громкости. Стоковое звучание со стандартной предустановкой звучания меня порадовало. Звучание хорошо сбалансировано и имеет неплохую детализацию. Но низких частот маловато, что стандартно для вкладышей. Середина отлично проработана, высокие звучат отчетливо и приятно. В общей картине звучание, как для вкладышей, хорошее. Минусы: нет возможности настроить полноценно тапы, нет регулировки громкости, приложение периодически работает некорректно, скользкий корпус наушников, беспроводной зарядки у бокса нет, мультипоинта также нет. Резюмирую. iQOO TVS Air Pro, учитывая цену, это отличный выбор, так как звучание у них качественное, посадка подойдет большинству, как и в целом плюсов здесь более чем достаточно. Но вот над управлением могли бы поработать лучше и добавить полноценное управление. И напоминаю, не забудьте подписаться на этот канал, на телеграм-канал скидок и телеграм-канал взаимопомощи по ссылкам в описании, там много всего полезного. Тем более сейчас идет распродажа, и как раз сегодня, когда вы смотрите этот топ, я разыгрываю
iPhone 15, скорее всего, и точно Honor Magic 5 Ultimate переразыгрываю. В прошлый раз победитель не полностью выполнил условия. На пятом месте моего топа красуются еще одни вкладыши Xiaomi Feel Belt. Плюсом данной модели я отнесу стильный и футуристичный дизайн, поддержку фирменного приложения, полноценное сенсорное управление, подсветку с возможностью персонализировать ее под свои предпочтения, акустическую систему TDDC от Feel, материалы с антибактериальным покрытием и до 30 часов автономной работы. В комплекте мы имеем бокс, вкладыши, собственно, наушники, карточки с инструкцией, кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес одного наушника 4,3 грамма, а бокс весит 35 граммов. Габариты бокса стандартные. Звуковод имеет овальную форму и металлическую сеточку. Его размеры 5,5 мм на 7,3 мм. В продаже имеется черная и белая расцветка данной модели. Бокс выполнен из матового прочного пластика, тактильные материалы очень приятные. Дизайн бокса интересный, плюс за то, что он небольшой. И за силиконовый ремешок, на котором есть надпись Feel Energy. Иконка молнии. Сборка бокса отличная, люфт у крышки отсутствует. На корпусе расположили LED-индикатор и разъем Type-C. Внутри есть два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют. Внешняя часть наушников выполнена из глянцевого пластика, остальная часть из матового. Материалы имеют антибактериальное покрытие для предотвращения инфекции слухового прохода. Форма наушников нестандартная, выглядят они привлекательно, посадка комфортная, во время пробежки из ушей наушники не выпадают, но их необходимо поправлять во время бега. При длительном прослушивании музыки я не ощутил дискомфорта, на корпусе расположили интересную прямоугольную вставку, надпись Feel, LED-подсветку, по два контакта для зарядки, микрофоны с шумоподавлением ENC и сенсорные области для управления. Подсветку можно включить-выключить в приложении, а также выбрать цвет и режим подсветки. Режимов на выбор 3 вида, а цветов на выбор должно быть 6 штук. Но у меня в приложении почему-то доступно только 3. Из команд на борту play-пауза, регулировка треков, ответ-сброс вызова, регулировка громкости, вызов голосового ассистента и включение режима бег, а точнее подсветка. Переназначить команды нельзя, но на выбор есть два режима управления, легкий и полный контроль. Круто, что управление полноценное и на команды наушники откликаются хорошо. Управление слегка нестандартное, но к нему быстро привыкаешь. Команды сопровождаются системными звуками. Наушники оснащены 13-мм динамическими драйверами с акустической системой TDDC. Частотный диапазон от 15 Гц до 22 кГц. Чувствительность 124 дБ. Заряд наушников в шторке отображается. По одному они работают, но переподключение не бесшовно, а с задержкой. И озвучкой женским голосом на китайском языке. Вот видите, не везде нет, наушники без задержки переподключаются. Автоматически они подключаются после открытия крышки бокса, фирменной анимации нет, как и датчиков автопаузы. Но плюс за то, что есть полноценный мультипоинт до 2 устройств, которые можно включить или выключить в приложении. Емкость аккумулятора бокса 400 мАч, полный цикл зарядки бокса 1 час 40 минут, емкость аккумулятора одного наушника 30 мАч, полный цикл зарядки наушников занимает не больше 1 часа. Отыграли наушники на 75% громкости по кодеку AAC без подсветки, стандартные 5 часов. Заряд наушников неравномерный, левый наушник слегка быстрее разряжается, с боксом данная пара сможет прослужить до 27 часов в подобном сценарии использования. Водонепроницаемость класса IPX4 только у наушников. Feel Belt подключается к обновленному приложению под названием Feel+. Его можно скачать, отсканировав QR-код на карточке, который идет в комплекте. Приложение с данной парой работает корректно. Полноценное описание работы приложения смотрите в отдельном обзоре по ссылке в описании. Bluetooth чип установлен 8952 версии 5.3, из кодеков на борту только AAC и SBC, никаких вам кодеков высокой четкости. Через одну стену они не отваливаются, как и через две стены от источника звука. Задержка с включенным игровым режимом на YouTube незаметна, в целом как и в играх. Но с музыкальным режимом дела в играх обстоят не так хорошо. Микрофоны с чувствительностью 38 дБ и шумоподавлением ENC на базе AI, который уменьшает окружающий шум, силы в 26 дБ. Отрабатывают неплохо. Звучание меня сильно удивило, учитывая стоимость, как и все в этой модели. Я тестировал различные режимы с предустановками звучания, но мы поговорим о стоковом звучании. Запаса громкости достаточно, я прослушивал музыку не выше, чем на 75%, несмотря на то, что это вкладыши, глубина в звучании присутствует. Ко всему, звук не плоский. Середина неплохо проработана, а высоким слегка не хватает акцента в некоторых композициях, но в основном все отлично. В любом случае можно зайти в приложение и подкрутить звук под свои предпочтения. Сбалансированности слегка не хватает, при этом стоковый звук подойдет многим. Минусы: нестандартное управление, посадка неплотная, но это легко решаемо. Просто заказываем силиконовые насадки, повторяюсь, на Али, как у всех вкладышей, и у вас почти затычки. Нет беспроводной зарядки бокса, интерфейс приложения доступен только на китайском языке. Резюмирую, Xiaomi Feel Belt в данной ценовой категории одни
одни из лучших, учитывая функционал, задумку, внешний вид, материалы и звучание. Однозначно рекомендую к покупке. Не забывайте, правда, найти возможности примерить данный вариант перед покупкой. Хотя, по большому счету, они, как и все вкладыши. Вопрос только, нравятся они вам или нет. На 4-м месте моего топа красуется Honor Earbuds X5. Очередные наушники-вкладыши. К плюсам данной модели я отнесу качественное звучание, поддержку фирменного приложения, предустановки звучания, легкая плотная посадка, мультипоинт до 2 устройств и хорошее время автономной работы. В комплекте мы имеем сам бокс, вкладыши и краткое руководство. А вот кабеля для зарядки не положили, экономят. Вес бокса 35 граммов, а вес одного наушника 4 грамма. Габариты бокса небольшие, а вот ножки у наушников довольно длинные, звуковод овальной формы. В продаже имеется только белая расцветка, зарядный бокс изготовлен из глянцевого пластика, тактильные материалы неплохие, но потертости и царапины бокс собирает моментально. В кармане бокс не мешается, на корпусе расположили название производителя, кнопку для сопряжения, разъем Type-C и LED-индикатор. Открыть одной рукой крышку бокса без проблем можно, крышка в открытом состоянии фиксируется, сборка данной модели меня лично порадовала. Внутри находится краткая информация, 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе слегка гуляют. Извлекать наушники из бокса проблематично, так как они скользкие. Изготовлены наушники из глянцевого пластика. Дизайн обыкновенный, но, как по мне, ножки сделаны слишком длинные, несмотря на то, что это способствует лучшей передаче звука через микрофоны. Посадка комфортная, сидят наушники хорошо и дискомфорта не доставляют. Из ушей выпирают они не сильно, во время пробежки они у меня не выпадали, но их приходится поправлять. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофоны с технологией шумоподавления окружающего шума, маркировку left и right и сенсорную область. Из тапов на борту play-паузы, переключение треков, вызов голосового ассистента, ответ-сброс вызова и регулировка громкости. Одиночного тапа нет и ложных срабатываний у меня не было. На тапы они откликаются хорошо, команды сопровождаются системными звуками, оснащены наушники динамическими драйверами на 13,4 мм с подвижной катушкой. Заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают, но переподключение с задержкой звука. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Фирменная анимация есть только в паре со смартфоном Honor или Huawei. Отлично, что есть полноценный мультипоинт до 2 устройств и датчики обнаружения уха, которые можно включить-выключить в приложении. Бокс имеет аккумулятор на 410 мАч, а один наушник на 30 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 26 минут, а наушников около 1 часа. Время автономной работы по кодеку AAC на 80% громкости составляет 4 часа 15 минут, что является не лучшим результатом, но лично для меня его достаточно. Наушники подключаются к приложению под названием iSpace, у меня лично они подключились с трудом, правда. Приложение на русском языке, работает оно неплохо, на стартовой странице с наушником мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности в процентах, что удобно, настройка мультипоинта, эквалайзер с 4 предустановками, настройка управления, поиск наушников и включение-выключение датчиков обнаружения уха. Обновить прошивку возможность есть, Bluetooth версии 5.2, из кодеков на борту только SBC и AAC, связь со смартфоном они держат хорошо, через 2 стены они не отваливались, но фризы изредка проскакивали. Задержка на YouTube приемлемая, а вот в играх задержка заметная. Повторяю все примеры в отдельных обзорах, как и отзывы владельцев в комментариях. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума отрабатывают нормально, перегруз есть, но не сильный, как и искажение голоса. Звучание, запаса громкости мне лично достаточно, но они не очень громкие. Я прослушивал музыку не выше, чем на 80% громкости, стоковое звучание со стандартной предустановкой звучания неплохое, данная пара имеет приятные верхние частоты, неплохо проработанную середину и легкие басы, но не мощные, не глубокие, что очевидно. Звучание имеет среднюю сбалансированность, как и детальность. В общей картине звучание мне понравилось, звук качественный. Минуса нет водонепроницаемости, нет возможности настроить полноценно тапы, приложение периодически работает некорректно, беспроводной зарядки у бокса нет, были проблемы с подключением наушников к приложению, скользкий корпус наушников, бокс быстро собирает потертости, длинная ножка наушников, маленькое время автономной работы. Резюмирую, это хороший выбор за небольшую цену, обычно минимальную, с приятным звучанием, наличием полноценного мультипоинта до 2 устройств. Это просто бомба у наушников Honor, потому что такое никто не предлагает. Мультипоинт за такие деньги. Датчиками обнаружения уха и поддержкой фирменного приложения, разумеется. На 3-м месте моего топа сегодня красуется Anker Soundcore P20i. Это просто хит моей телеги скидок, потому что они по 1500 постоянно продаются. Вот такой вот вам спойлер. Но делать топ-10 наушников до 3000 рублей смысла не вижу, потому что сегодня они 1500, а завтра они опять 5. К плюсам данной модели я отнесу приятный дизайн, качественные материалы, поддержка фирменного приложения, полноценное сенсорное управление с регулировкой громкости, отличное время автономной работы до 10 часов на одном заряде, защиту от влаги и большое количество предустановок для звучания. В комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство, амбушюра и короткий кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Один наушник весит 4,5 грамма, а бокс 37,6 грамма. Габариты бокса стандартные. Звуковод круглой формы с обыкновенной сеточкой и выступом для удержания амбушюр. P20i можно приобрести в белой, черной и темно-синей расцветке. Дизайн бокса обыкновенный, бокс довольно легкий,
легкий и выглядит он на свою стоимость. Выполнен бокс из матового пластика, он быстро собирает потертости, к сожалению. На корпусе же расположили логотип, выступ для удобного открытия крышки, разъем для зарядки Type-C, краткую характеристику, LED-индикатор и место для крепления комплектного шнурка. Внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом, а также маркировку Left и Right. Наушники в боксе не гуляют, вытряхнуть их из бокса закрытой крышкой можно, но придется приложить усилия. Ножка у наушников с внешней стороны выполнена из матового пластика с глянцевым логотипом в верхней части. Остальная часть наушников глянцевая. Материалы и сборка отличная, посадка плотная, а из ушей они выпирают не сильно. Наушники легкие, пассивная шумоизоляция средняя, во время пробежки из ушей они не выпадают. На корпусе расположили по два контакта для зарядки, маркировку, микрофоны и сенсорную область для управления. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, ответ сброс вызова, вызов голосового ассистента и регулировка громкости. Одиночный тап выполняет команду регулировки громкости, его можно отключить по необходимости. Ложных срабатываний лично у меня не было. Команды сопровождаются системными звуками, управление удобно, его можно персонализировать в приложении. Наушники оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами, заряд наушников в шторке отображается, по одному работают, но переподключение не бесшовное, а со звуковым сигналом включения наушника. Автоматически подключаются после изъятия наушников из бокса с ранее сопряженным устройством. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 45 минут, а полный цикл зарядки наушников от бокса 1 час 10 минут. Есть быстрая зарядка у наушников, и по моим тестам 10 минут подзарядки дает 1 час 20 минут прослушивания музыки. Наушники можно перезарядить от бокса 3 раза, саморазряд у бокса я не наблюдал. Наушники по кодеку AAC на 70% громкости отыграли 7 часов 46 минут. Водонепроницаемость класса IPX5 только у наушников. Приложение, к которому можно подключить P20i, называется Anker Soundcore. Оно доступно как на Android, так и на iOS устройствах. Приложение удобное, интерфейс выглядит приятно. На стартовой странице с подключенными наушниками мы имеем заряд наушников, но не в процентах, к сожалению. Далее есть вкладка с 21 хорошо настроенным эквалайзером, а также есть возможность включить фирменную технологию Bass Up. А вот кастомного эквалайзера нет. Также в приложении можно настроить тапы, воспользоваться поиском наушников, включить-выключить игровой режим и обновить прошивку. В приложении можно обнаружить вкладку с белым шумом, можно создать свой белый шум, используя большое количество различных звуков. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту AAC и SBC наушники связь держат стабильно, без обрывов и фризов, даже через две стены. На борту имеется режим низкой задержки, с включенным этим режимом при просмотре видео на YouTube задержка незаметна в целом, как и в играх. Два микрофона с шумоподавлением на базе AI справляются со своей задачей неплохо, но за подобную стоимость ждать от микрофонов чего-то невероятного по мне не стоит. Звучание Anker Soundcore P20i с уклоном в низкие частоты, так что любителям басхедного звучания данная пара однозначно зайдет. Бас плотный и лично для меня его многовато, но при этом середина звучит относительно детально. Вокал четкий и приятный. Сильной каши нет, я бы использовал данную пару во время пробежек, занятием спорта и даже для повседневного использования. Минусы: нет мультипоинта, нет беспроводной зарядки бокса, нет датчиков автопаузы или других подобных функций, которые встречаются в более дорогих моделях, в данной паре, естественно, отсутствуют. Единственный важный минус, как по мне, это бокс быстро собирает потертости. Ну и лично от меня минус за легкий перебор с басами. Резюмирую, Anker Soundcore P20i просто великолепные наушники, которые однозначно могу советовать к покупке, так как они стоят недорого, а во время распродаж стоят вообще копейки, звучат качественно, имеют фирменное приложение, полноценное управление и хороший дизайн самих наушников. На втором месте моего топа красуются Redmi Buds 5. К плюсам данной модели я отнесу стильный дизайн, наличие технологии активного шумоподавления ANC, режим прозрачности, поддержку фирменного приложения, удобное сенсорное управление и отличное время автономной работы. В комплекте мы имеем бокс, наушники, амбушюры, краткое руководство и кабель USB-C для зарядки. Бокс весит 32 грамма, один наушник весит 5 граммов. Звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой. В продаже имеется 4 расцветки на выбор. Это черная, белая и фиолетовая, а также камуфляжная, которая является лимитированной версией, созданной вместе с AAPE. Не понимаю я всех этих лимиток, кроме Гарри Поттерской. Дизайн бокса интересный, выглядит бокс стильно. Бокс выполнен из матового пластика с глянцевой вставкой, тактильные материалы приятные и собрано все неплохо. В кармане он не мешается. На корпусе расположили зеркальную надпись Redmi с тиснением и разъем Type-C, рядом с которым находится выступ для удобного открытия крышки. Крышка в открытом состоянии фиксируется, люфт у крышки есть, но только в открытом состоянии бокса. Внутри есть LED-индикатор и два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе гуляют, вытряхнуть наушники с открытой крышкой бокса не составит много труда. Наушники выполнены из глянцевого пластика с матовой зеркальной вставкой на внешних частях ножек. Посадка комфортная, при длительной носке уши не устают, наушники в ушах сидят плотно. На корпусе расположили по два контакта для зарядки, микрофоны, маркировку Left и Right и сенсорную область для управления. Из команд на борту play, пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова, регулировка громкости и переключение между режимами. Одиночный тап включается в приложении. Настроить тапы возможность есть. На команды наушники откликаются хорошо и быстро. Использовать одновременно все команды можно. Некоторые команды сопровождаются системными звуками. Наушники оснащены динамическими драйверами с титановым покрытием на
12,4 мм, активное шумоподавление на борту до 46 дБ с регулировкой силы шумоподавления. Работает ANC хорошо, постороннего белого шума при включении этого режима я не обнаружил. Режим прозрачности есть с 3 режимами работы, такие как обычное усиление голоса и улучшение окружающих звуков. Режим прозрачности, как по мне, глухо передает звуки, звук не кристально чистый. С одним наушником, что ANC, что режим прозрачности, не работают, и это фейл. По одному наушники работают и при подключении бесшовно, автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Датчики обнаружения уха работают корректно, их можно отключить в приложении. Мультипоинт до 2 устройств на борту, его можно включить также в приложении, как и функцию автоматического ответа на звонки. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 30 минут, а наушников от бокса около 1 часа. Беспроводной зарядки нет, саморазряд у бокса я не наблюдал. Отыграли наушники на 75% громкости по кодеку AAC без включенного ANC 6 часов 40 минут, что является хорошим результатом. Быстрая зарядка наушников дает 1 час 15 минут прослушивания музыки в тех же условиях после 5-минутной подзарядки в боксе. С боксом данная пара прослужит около 34 часов. Наушники подключаются к относительно новому приложению Xiaomi Earbuds. Приложение доступно на русском языке, но перевод неполноценный. Интерфейс удобный, наушники автоматически подключились к приложению, плюс сразу же прилетело обновление. Приложение на главной странице с подключенными наушниками есть заряд наушников и бокса по отдельности в процентах, настройка режимов, настройка управления, 4 предустановки звучания, но кастомного эквалайзера нет. Далее есть проверка прилегания и поиск наушников, Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту только AAC и SBC, через 2 стены они не отваливались и фризов я не наблюдал, задержка на YouTube незаметна. В играх задержка слегка заметна, но играть в целом комфортно. Микрофоны отрабатывают неплохо, средний перегруз присутствует и голос искажается, звучание. Запас громкости есть. Наушники достаточно громкие, я прослушал музыку не выше, чем на 60% громкости. Стоковое звучание однозначно подойдет для современной музыки, но все же ему не хватает глубины. Середина имеет неплохую проработку, а высоким не хватает акцента и выразительности. Звучание чисто басхедное, но не лучшее, что я встречал. Конечно, учитывая стоимость, звучание отличное, и его будет достаточно большинству, если вы не аудиофил. Минусы: люфт у крышки, приложение не полностью переведено на русский язык, также нет официальной защиты от влаги. Резюмирую, данные наушники — это отличный выбор для не особо дорогих наушников. У этой модели достаточно плюсов, их больше, чем минусов, так что по совокупности характеристик, их стоимости, сегодня это практически лидер моего топа. Этой паре не хватило до первого места совсем чуть-чуть. На первом месте сегодняшнего топа красуются наушники Realme Buds Air 5. К плюсам данной модели я отнесу динамические титановые драйвера, технологию активного шумоподавления версии 2.0 до целых 50 дБ с умным режимом, режим прозрачности, функцию динамический бас, режим низкой задержки, поддержку фирменного приложения и функция Google Fast Pair, а также система из 6 микрофонов с шумоподавлением во время звонков. Поддержка технологии Dolby Atmos, время автономной работы до 38 часов вместе с боксом и 7 часов на одном заряде наушников. И водонепроницаемость стандарта IPX5. В комплекте мы имеем бокс, наушники, короткий кабель для зарядки с USB-A на Type-C, комплект неплохих амбушюр, вес бокса 37 граммов, а вес одного наушника 4,4 грамма. Габариты стандартные, звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюр и обыкновенной сеточкой. В продаже есть 2 расцветки, это синяя и белая, бокс глянцевый, выполнен из пластика, материалы марки, но в белой расцветке отпечатки пальцев на нем не видны. В кармане бокс слегка мешается, сборка бокса хорошая. На корпусе расположили LED-индикатор, зеркальную надпись Realme с тиснением, кнопку сопряжения с разъемом Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, шарнир пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется. Люфт у крышки есть только в закрытом положении. Извлекать наушники из бокса удобно, но необходимо наловчиться, так как наушники довольно скользкие. Внутри расположили краткую информацию мелким шрифтом и 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе сидят плотно, магниты, удерживающие наушники в боксе, довольно сильные. Изготовлены наушники из глянцевого пластика, сборка неплохая, материалы хорошие. Посадка плотная, дискомфорта при длительном использовании я не обнаружил. Выпирают они из ушей не сильно, при занятии спортом из ушей они не выпадают, пассивная шумоизоляция средняя. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона с шумоподавлением на каждом наушнике и сенсорную панель, которая обозначена небольшим углублением в верхней части ножек. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, включение игрового режима, регулировка громкости и переключение между режимами. Одиночного тапа нет. На тапы наушники откликаются отлично, переназначить команды возможность есть, но использовать базовые команды одновременно нельзя. Команды сопровождаются системными звуками и озвучкой на английском языке. Оснащены наушники динамическими драйверами с титановыми диафрагмами на 12,4 мм, магнитами N52 и катушками HTW. Частотный диапазон стандартный от 20 Гц до 20 кГц. Имеется поддержка технологии Dolby Atmos, активное шумоподавление до 50 дБ. С 4 режимами работы показала себя отлично. На борту есть умный режим, максимальный, средний и умеренный, но персонализированного шумоподавления в данной модели нет. Режим прозрачности отрабатывает отлично, и в отличие от ANC его можно использовать даже
даже с одним наушником. Есть еще два режима, такие как усиление голоса для режима прозрачности и функция шумоподавления ветра. Заряд наушников в шторке отображается. По одному наушники работают и при подключении мгновенно. Автоматически они подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством, а при первичном подключении благодаря поддержке технологии Google Fast Pair нет необходимости заходить во вкладку Bluetooth. Есть датчики автоматической паузы, которые хорошо работают, их можно включить-выключить в приложении. Емкость аккумулятора бокса 460 мАч, емкость аккумулятора одного наушника 43 мАч, полный цикл зарядки бокса и наушников у меня занял 2 часа. Наушники от бокса заряжаются 1 час, саморазряд у бокса я не наблюдал, отыграла данная пара на 70% громкости по кодеку AAC без активированного активного шумодава ANC со стоковым звучанием целых 5 часов 55 минут. С ANC наушники прослужат не больше 3,5 часов, а с боксом без ANC в тех же условиях около 35 часов. Водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IPX5. Для полноценной настройки нужно установить приложение Realme Link. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников в процентах по отдельности, а чтобы посмотреть заряд аккумулятора бокса, нужно в него поместить наушники. Далее есть настройка шумоподавления, 4 звуковых эффекта, серенада, оригинальный звук, чистые басы и глубокий бас. Ко всему есть возможность добавить 3 кастомных эквалайзера, но минус за то, что кастомный эквалайзер простой. Из интересного в приложении также есть регулировка низких частот, функции динамические басы с ползунком, вкладка для перехода в настройки Bluetooth Atmos, если ваш смартфон поддерживает эту технологию, включение-выключение игрового режима, проверка прилегания наушников, настройка сенсорного управления, включение-выключение датчиков автоматической паузы и функция автоответ, поиск наушников и даже поиск смартфона. Обновить прошивку в приложении можно, Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту только AAC и SBC, через 2 стены наушники не отваливались, от смартфона и фризов я не наблюдал. С включенным игровым режимом задержка на YouTube незаметна, как в целом и в играх, но минимально ее не назвать. Микрофоны работают с перегрузом, но с небольшим, голос при звонках слегка искажается, но в целом микрофоны за эти деньги хорошие. Звучание. Я тестировал звучание с различными звуковыми эффектами, но лично мне больше стоковое звучание понравилось из всего. Конечно же, звучание хорошее, громкости более чем достаточно. Наушники очень громкие, я лично прослушивал музыку не выше, чем на 70%. Бас плотный и глубокий, звучание неплохо сбалансировано, середина хорошо проработана, а высокие звучат отчетливо. Просто вот такие хорошие наушники, без какого-то фанатизма куда-то. Детальности хватает, вокал как женский, так и мужской звучит приятно, инструментал различим. Но мы помним, что звук это как вкус, максимально индивидуальный. Минусы: неполноценное сенсорное управление, бокс скользкий, как и наушники, нет мультипоинта, беспроводной зарядки бокса, умный режим ANC отрабатывает не столь корректно, как хотелось бы. Резюмируя, Realme Buds R5, учитывая их цену и предоставляемые функции, а главное звук, который они дают за эти деньги, являются однозначным лидером сегодняшнего топа. Однозначно могу их рекомендовать к покупке. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. И резюмировать я бы хотел довольно просто. Самое главное в технике – это понять, куда смотреть. Если вы надеетесь, что у вас будет супер устройство за копейки, это теоретически возможно. Но если у вас яблоко, нужно покупать яблочные наушники. У меня есть топ-10 под яблоко, он не поменялся. Если у вас Android, то нужно покупать наушники, смотря какого бренда. Если у вас Samsung, не поскупитесь, купите самсунговские оригинальные, только не фейки, у них почему-то очень много подделок. Если у вас телефон Huawei, то Huawei. Если Honor, Honor. Притом Huawei и Honor делают волшебные наушники для всего, так же как Realme, Oppo и все остальное. Плюшек будет намного больше. Если говорить о гуглах, гугловские телефоны ужасны, позорные, не работает в России NFC у новой линейки 8 Pro, но наушники у них волшебные, и по микрофонам тоже. Лучшие микро, что я слышал вообще, это у них. Их нет в топе, потому что их до 5000 рублей не купить. И вот это лавирование, хотите разобраться, разберитесь, не так сильно изменяется рынок ТВС-ок, True Wireless Sound наушников, чтобы в нем не разобраться. Один раз разберетесь, будет все просто. Приходите на стрим сегодня, буду всем рад. Девайсом от меня в топе всем да. Напишите, какие у вас наушники, на что вы планируете, может быть, поменять. А синх я держу в руках для того, чтобы сказать, что большего шлакоблока я еще не тестировал. С яблоком они звучат ужасно, плюс они отваливаются, и как мне всегда все говорят, у тебя брак. Ну да, потому что 100 человек не купит и не скажет вам, что там то же самое. А те, кто купит, скажут, король не голый. Ну вы поняли. Добра и удачи вам, дорогие друзья, не забудьте подписаться.